Отрезали мне самое дорогое, что может быть у мужчины. Вы сами уговаривали врача пойти на ампутацию. Ну и в болото. Вот бизнес 90-х – самое яркое такое воспоминание. Вырезать коробочки для пирожных, для тортов. Болит каждый квадратный миллиметр тела, от волос до пальцев ног. То есть вы в очередной раз пошли вопреки мнению и совету, как вы говорите, грамотного медика. Я никогда не рассматривал себя как человека, у которого есть некоторые особенности. У меня просто другой способ ходьбы. Я бы мог гордо сказать, что я там чемпион России, но я не чемпион, потому что нет чемпионата России, я один. Есть у меня двое друзей, с которыми со мной катаются, но они не соревновательный уровень пока. То есть вы на вашем уровне являетесь единственным спортсменом в России да, в водных лыжах для людей с инвалидностью? Да. Но при этом в общем зачете я был вторым в личном Кубке Европы. Так сказать, был серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы. Вот. Я был победителем Кубка Вега Open. А мы говорим о соревнованиях, чемпионатах для людей с инвалидностью, или это было общее какое-то? Вега Open – это общее соревнование. Да, я выступаю либо в своей категории 65+, да, так сказать, либо, когда нет 65+, я выступаю 35+, или там, если кто-то есть, 45+. Вот в этой категории 35+, в прошлом году я был третьим на Украина Open. Среди здоровых? Среди здоровых, 35+. Да. 35+, да. Я очень доволен этим. Михаил, какой была ваша жизнь, когда в ней появился диагноз? На тот момент вы самбо отдали уже 20 лет. Да, я был, знаете, таким играющим тренером. Хорошим тренером, результативным. И хорошим спортсменом, то есть профессиональным и с хорошими результатами. Как это происходило? Что там? Недомогание? На соревнованиях это первый раз я ощутил. От гостиницы до залов, там метров, может быть, 400-500. И тут я наполовине почувствовал, что не могу идти. Остановился, постоял, пошел. Бывает. А затем во время тренировки тоже приходилось останавливаться. И я отправился в первую городскую больницу по возвращению с этих соревнований. И как звучал диагноз? Это облитерирующий эндотелиит. То есть заболевание артерии, просвет сужается, так сказать, и кровь перестает поступать по магистральным сосудам и по мелким. И я считаю, что это все результат одного из аспектов в жизни профессионального спортсмена, борца или боксера. Это связано, на мой взгляд, с форсированной сгонкой веса. 6, 7, 8 килограмм, так сказать, несколько раз в год. Все мои коллеги, сгонщики так называемые, они все в той или иной мере пострадали от этого. Лечение какой период заняло? Я так понимаю, что оно, в общем-то, и продолжается, да? То есть это диагноз без какого-то финала. Да, с 83 по 88 год. И это я с короткими перерывами провел в больницах. Правда ли, что вы сами уговаривали врача пойти на ампутацию? Уговаривал, наверное, это слишком сильное слово, но это правда. То есть вы сами приняли это решение? Понимаете, врач, даже самый, наверное, гениальный, так сказать, он все-таки не может понять, что до конца, что чувствует человек, так сказать, находящийся, скажем, в таком положении, как я. А что вы чувствуете? Это так называемая ишемическая боль,
Она не останавливается ни на секунду. Болит каждый квадратный миллиметр тела. От волос до пальцев ног. Но, тем не менее, у врачей все еще была надежда. То есть они говорили, давай поборемся. Они говорили, давай поборемся, а я говорил, ну и в болото. Когда очнулись после этого, пришли в себя, в сознание, помните первые мысли? Это была смешная история. Меня оперировал вот очень такой хороший хирург, профессор Кунгурцев, а ассистировал ему Виктор Симаков, который у меня занимался самбо во Втором медицинском институте. Вот. И очень переживал. И они вместе с моей женой сидели около койки, в которой я приходил в себя от наркоза. И когда я открыл глаза, ты думаю, какое жизненное удовольствие. Когда болит только в одном месте, да, так сказать. И говорит, Миш, ты серьезные такие все. Миш, ты вот как? Я говорю, я хорошо. Мне так классно. Он говорит, слушай, а ты не собираешься там осуществлять неких попыток? Я говорю, ты про что? Он говорит, ну, таких, знаешь, что-нибудь с собой сделать. Я говорю, вы что, отрезали мне самое дорогое, что, может быть, у мужчины или голову отрезали? Говорю, я прекрасно себя чувствую, у меня хорошее настроение. Я прекрасно понимал, что на инвалидную пенсию прожить нельзя, а надо для себя найти какое-то занятие. С чего начали поиск занятий? Позвонил, по-моему, в Собес, и говорю, вы знаете, вот я инвалид, я сижу дома, есть у вас какая-нибудь надомная работа? Они говорят, да, пожалуйста, мы привезем вам заготовки, а вы будете из них вырезать коробочки для пирожных, для тортов и так далее, так далее. Я говорю, спасибо, учел. Естественно, что, так сказать, этим я заниматься не стал. А чем стали заниматься? Это очень забавная история. У меня жена работала в библиотеке, и в библиотеке были большие красивые залы. Это Суриковский особняк на Новослободской. И жена, и ее подруги, так сказать, мы провели некую саммит вот, с директором библиотеки, тоже молодая девушка, и решил, открою видеозал. Вот. Что я и сделал. То есть так начался ваш путь бизнесмена? Ну, в общем, да. Какие были первые показы? Я думаю, вот, так сказать, я сейчас как начну показывать Феллини, Антониони, просвещать шедевры мирового кино, опять же, Савеловский вокзал рядом, зрители там, и так далее, так далее, так далее. Вообще никого не интересовало, так сказать. А вот «Турецкий фрукт», правда, с Рутгером Хауэром, ранний фильм его, и «Греческая смоковница» шли на ура. Их можно было, кассеты эти, не вынимать из видеомагнитофона. Слышите, как сердце стучит? У меня усилилось сердцебиение. Приложите руку. Да. Это потому, что ты рядом. Потом написали про меня статью в газете «Труд», «Эротика по кошельку». Я, кстати, тогда очень хорошо понял, что такое пресса. Я, в общем, и раньше представлял себе, но там корреспондент написал, что когда он заявился с работником ОБЭП проверять отчетную документацию, кстати, у меня все содержалось хорошо, в хорошем виде, а меня не было в этот момент. Вот. Но он написал, что я там был и топал на них ногами. Вот. Ну, тут вот я сразу понял, что уже с годами лучше это не будет. Вот. Но главное, что я понял, что это тупик. И надо как-то еще что-то искать, да, так сказать. И дальше появились какие-то деньги, и я стал покупать некие небольшие партии компьютеров, оснащать их программным обеспечением, и не только компьютеров, а создавать издательские системы и предлагать их в продаже. И это тоже начало приносить доход. Потом я постепенно передвинулся в недвижимость. Не жилую, не квартирную, а, так сказать, профессиональную. Вот. И этот бизнес уже, конечно, стал меня удивлять. Так сказать, Чем именно?
поступлением достаточно серьезных денег. Был период, когда я работал в советском автосервисе, в объединении Мосавтотехобслуживания. И я подумал, а почему бы не заняться автобизнесом. И в процессе построил достаточно большой автоцентр. У меня появились дочерние компании, так сказать, и уже по всей России, так сказать. То есть это настоящий крупный бизнес, который конечно, дал вам да, финансовую независимость. Да. Я был официальным дилером нескольких марок автомобилей. Там основная была Сузуки. Вот. А причем я обратился за дилерством. Первое обращение, так сказать, никто не обратил на него внимания. К японцам вы обратились? Да, к японцам. К японцам, работающим здесь, представляющим интересы Сузуки. А тогда я обратился в нашу федерацию дзюдо и говорю, ребят, напишите японцам в их федерацию, что есть такой тут парень, так сказать, который, в общем, там выиграл ряд международных, в том числе турниров по дзюдо, так сказать. Вы не поверите, через 3 дня появился представитель этих японской компании, корпорации Точу, так сказать, у меня на работе, и говорит, там, что же вы, типа... Что же вы сразу не сказали? Что вы сразу не сказали, да. Как ни странно, это вот так вот сработало, очень забавно. Вот. И все, и вот дальше пошло. У вас большая семья, сколько у вас детей? У меня... Внуки, наверное. Да, 4 сына, внуки, внучка имеет место. Понимаете, нельзя сказать, чтобы я уж такой был дед, который постоянно выполняет некие дедовские функции. Да, там. А какой вы дед? Так себе дед. Почему? Да, у меня своих дел полно. Я с удовольствием вижу своих внуков, так сказать. Просто я их люблю, действительно. Но так, чтобы я тетюшкался, нет, это от меня трудно ждать. А на детей хватило время, учитывая, что и бизнес надо было поднимать? Так у меня дети все в моем бизнесе участвовали. Вот, но это старшие. А младшие в это время учились. У меня с детьми, вдобавок ко всему, такие дружеские отношения. Кроме всего прочего, так сказать, не суровый отец с Олимпа, да, так сказать, вот, а просто действительно дружеские там. За счет чего получилось дружеские отношения с детьми? Я никогда детей не пытался прессовать. И не прессовал, точнее. Мне в голову не приходило кого-то из своих сыновей там треснуть. Да, так сказать, просто потому, что я хорошо себе представлял, что жизнь, так сказать, обязательно им свое в этом привнесет. И моя задача, наоборот, постараться научить их, так сказать, принимать. Вот, и сдавать сдачу при необходимости и так далее, так далее. Они все у меня прошли курс занятий самбо. Вот. Так сказать, выполнили там юношеские или взрослые разряды. Они все умеют кататься на всем. На горных лыжах, на водные лыжи, так сказать, на вейкборде, вейксерфе. Умеют водить все. Катер, лодку, моторную яхту. Мне казалось, что вот в этом мои обязанности состоят. И поддерживать их во всех их идеях. Бизнес и сейчас в России – это такая деятельность, как на пороховой бочке. Да. А в 90-е это, наверное, вообще особенный опыт. Что вот вспоминается? Как ни странно, меня практически не коснулись выяснения отношений, так сказать... С криминалом? Практически нет. Среди борцов, да, так сказать, там кто-то стал милицейским генералом, мой приятель. Заметьте, мы боролись вместе, вот как бы это самое, да. А кто-то стал, наоборот, генералом, но с другой стороны. И это тоже мой хороший товарищ. И вот как-то все обошлось. Если вот оставим тему рэкет, крыши и так далее, вот бизнес 90-х, самое яркое такое воспоминание. Ой, тогда были фантастической доходности сделки. Покупалось условно, так сказать, за 50 единиц, а продавалось там через 3 недели за 750. С непривычки это может далеко унести. Вот, и было довольно трудно как бы себя приземлять.
Михаил, в 1988 году, я подозреваю, не все хорошо было у нас с протезированием. Сейчас думаешь, что это что-то из будущего, да, когда читаешь, что сейчас доступно? А как-то раз у меня сыновья в командировку поехали на производство Сузуки в Японию. Угу. И смотрели передачу о том, какие протезы сейчас придумывают в Японии. Да, так сказать, какие-то фантастические, космические, там, суперкерамические, сами думают, сами двигаются. Угу. В общем... Заряжаются как телефон. Да. Или, может, не заряжается, а на атомной энергии. Не знаю. Они приехали и говорят, там, старик-отец, вот мы поняли, что тебе нужно. А ночью, и это правда, я не придумываю, мне приснился сон. Я стою на Киштайхорне, это ледник в Австрии. А солнечный день. Передо мной вот такие вот белые поля. Вот просто вот вау, как классно можно катиться. И я стою на верхушке. И я стою на 2 лыжах. То есть как бы вторая нога у меня появилась, да, так сказать. И я не знаю, как это делать. И я проснулся в холодном поту. Я представил себе, видимо, и понял, что мне снова надо будет всему учиться, раз. А второе, я думаю, я съездил в Германию, конечно же, сделал в клинике себе хороший протез, приехал с ним в Москву, но я не смог к нему привыкнуть. А еще учитывая то, что я постоянно в каких-то передвижениях, я вылезаю из машины, сажусь в машину, куда-то перемещаюсь, да, так сказать, там, на какую-то тренировку. И его все время отстегни, пристегни там. Это ваш выбор осознанный, да. Выбор комфорта. Да. Естественно, какое-то время вы полностью были поглощены, погружены в бизнес. О спорте речи не шло. Не шло. Когда он вернулся в жизнь изначально профессионального спортсмена? Очень неожиданно. В какой-то момент я так превратился в такой шарик весом буквально там без 2 килограмм 90. Бывшие спортсмены заплывают гораздо быстрее, чем человек, который до этого спортом не занимался. Я решил постепенно начать как бы восстанавливать кондиции. И пошел, просто пешком начал ходить. И в какой-то момент вот эта ходьба пешком привела меня к возникновению неприятных ощущений в сердце. Вот. Ну, я отправился к кардиологу. Тот сказал, что, старик, вот все, с этим ты завязал, так сказать, тебе надо жить достаточно долго в совершенно другом режиме. В другом это в спокойном каком-то? Более чем спокойном. То есть, если ты идешь пешком, то не проходи без остановки там больше 100 метров. Если ты поднимаешь какую-нибудь тяжесть, то не поднимай больше 3 килограмм в одну руку. Ну и так далее, так далее. Ну и, конечно, препараты, которые при этом принимаются. Вот. А вы что? Я подумал, что, безусловно, это был очень грамотный врач. Но он плохо себе представляет, как работает организм спортсмена. И я решил, абсолютно не исключая его рекомендации, да, так сказать, но начать некую свою, так сказать, программу. То есть вы в очередной раз пошли вопреки мнению и совету, как вы говорите, грамотного медика? Я скорее привнес что-то свое в его рекомендации. Добавили плавание. Совершенно верно. И отправился в зал, потому что только плавать это скучновато все-таки. Плавание мне помогло сбросить вес где-то килограмм 20-22, наверное. Я включил там еще и настольный теннис. И в этот момент открывается парк Волен в Подмосковье. И жену с сыном, мы едем вместе туда, а они учатся кататься на лыжах. На горных, естественно. И я решил тоже попробовать. Ясен перец, что нужен тренер. Вот. А тренер как раз, так сказать, нашелся человек, так сказать, очень талантливый, вот именно в обучении. Он представил себе на одной ноге, там прокатился несколько раз, получил некоторые представления,
И мы начали тренироваться. Я абсолютно был неумелым, все-таки неопытным. И выиграл я, то есть третье место занял исключительно случайно, потому что соревнования проходили в Красноярске. Мороз был жуткий, вот просто 37 градусов, еще с этими красноярскими ветрами. И ребята опытные, да, так сказать, они поехали в комбинезонах, ну, в спусковых там, да. А я посмотрел на это дело и думаю, что, слушай, мне бы доехать хоть как-то. Вот. И я поехал, ну, так сказать, в лыжных штанах, в жилетке. То есть я не стал раздеваться. И в результате получилось, они от холода просто где-то начали тормозить, падать. Это был супергигант, около там, ну, где-то 2 километров длина спуска, так сказать, и большая скорость. А я такой вот относительно тепле, не торопясь, спустился. И получилось, что я объехал, так сказать, и занял 3-е место. Но вы не ограничились только занятиями горными лыжами, вы создали федерацию. Да, это была Федерация горнолыжного спорта инвалидов России. Очень помог Павел Алексеевич Рожков, который в тот момент был министром спорта, да, так сказать, и его заместитель Ленц. Вот. Но, так сказать, мы вместе учились в институте. Каких результатов удалось добиться команде при вашей поддержке, при вашем руководстве? Венец варенья – это было 2 медали на Паралимпийских играх. Тогда Какого это года? было очень круто. 2002 года. Вы тоже выступали? Выступал. Как бы начал неплохо, но, к сожалению, во 2-й попытке улетел. Водные лыжи появились так. У меня появился катер. И если есть катер, соответственно, мне стало интересно, а что сюда еще как бы к катеру можно пристегнуть. И подумал, что вот есть такая штука – водные лыжи. Мне в голову не приходило, что можно куда-то пойти, кого-то найти и попросить меня научить. Вот. И я 2 недели, каждый божий день, 2-3 часа выпил половину водохранилища, наверное, да, так сказать. У моего капитана Дениса, у него голова кружилась уже на концу 2-го часа. Естественно, туда-сюда, возвращаться снова и так далее. Но в результате я научился выезжать на воду и ехать по ней. Потом мы поехали в Австрию. Это года через 3, наверное, на озере. Тренерша. Она жене говорит, слушай, говорит, какой забавный, говорит, ни хрена не умеет, но едет, говорит, и не падает вроде как. Я говорю, как это не умеет? Я вроде как король воды. А когда вернулся, я у своих друзей, опять же в спорткомитете, тренеров стал узнавать, а кто может научить человека, так сказать, тому, что на самом деле из себя представляют водные лыжи. И меня отправили в школу, собственно говоря. И я пришел и говорю, алло, ребята, вот можно мне тут научиться? Это как? Я говорю, ну, научиться. Ты типа с дуба рухнул. Я говорю, да нет, я умею вот, просто выезжать, кататься умею, но я хочу научиться правильно. И, собственно, вот с этого началась история воднолыжного уже спорта. Михаил, если вот не сталкиваешься, да, близко, то кажется, что водные лыжи – это 2 лыжи, и человек так легко, помахивая, скользит по поверхности воды и едет за катером. Да. 2 лыжи используют начинающие, те, кто хочет научиться кататься. Конечно, на 2 лыжах легче, устойчивее. И есть одна из дисциплин воднолыжного спорта – это прыжки с трамплина, где используются 2 лыжи тоже. Но это 2 совершенно других лыжи, скажем так, туристические. Скорость катера строго регламентирована. И какая? 25 до 58 километров в час. 25 дети катаются, да? А вы на какой скорости? Я вот сейчас ездил на скорости 46 километров. Мой лучший официальный результат на 2 скорости выше. 52 километра, там 4 буя.
Вот. А на чемпионате Европы есть такое выражение здесь «взять буй», да, так сказать. Для того, чтобы взять буй, повернуть и приехать к следующему и его тоже взять, угол поворота должен быть таким, который, скажем так, прогулочно катающегося лыжника унесет в берег, он просто не удержит тягу. Вот. Потому что, вы представьте себе, скажем, я ехал на скорости 46. Однако, в тот момент, когда я пересекаю волны кильватера под определенным углом, достаточно крутым, здесь скорость достигает, наверное, где-то километров 65, может быть, 70. Да. И все это на расстоянии 11 метров. Вы получили инвалидность в 88-м году? Да. Тогда, когда про слова инклюзивность, толерантность, таких слов-то в обиходе не было, да? На своем опыте столкнулись с советским отношением к человеку с какими-то физическими особенностями? Нет. Не столкнулся. Как вы думаете, почему? Понимаете, в чем дело? Я никогда не рассматривал себя как человека, у которого есть некоторые особенности. Так сказать, у меня просто другой способ ходьбы. Раз. В бизнесе, которым я занимался, тем, другим или третьим, совершенно безразлично. Хоть там у тебя одна нога, хоть две, хоть без руки, ты по барабану, да, так сказать. То есть мне в голову не приходило, что то, что у меня одна нога, может кому-то дать какие-то преимущества надо мной, да, так сказать, в бизнесе. Я уже не говорю про спорт, потому что, я серьезно мог сказать: старик, ты считаешь, что ты круче, пойдем с тобой жим лежа, посмотрим, кто больше поднимет. Но, конечно, я с удовольствием использую бесплатный паркинг. И еще я с неким таким особым цинизмом, когда стоит большая очередь на горнолыжный подъемник, да, так сказать, я и у меня еще есть двое друзей, с которыми мы постоянно катаемся, они меня поддерживают под руки, и с изображением того, что мне тяжело стоять, так сказать, они меня... Обычно, кстати, раз на третий уже говорят: слышь, Миш, хорош уже, иди уже просто, не надо этого цирка тут больше. Как-то так. Правила, требования для спортсменов, воднолыжников с инвалидностью насколько отличаются от... Никак. Вообще никак? Практически. Нет, правила не отличаются никак. Никаких, послаблений? Нет. Каких же послаблений? Нет. Никаких послаблений. А инвентарь тоже универсальный, не адаптированный для людей с инвалидностью? Нет. То есть у всех все одинаково? У вас, я просто вижу, снято крепление для задней второй... ноги. Для задней ноги. В любой момент ее можно оснастить петлей или вторым ботинком, и человек на двух ногах спокойно поедет. Сколько примерно эта крутая лыжа стоит? Порядка $2000. Где-то 1900, с доставкой 2. То есть водные лыжи – это такой вид спорта, который требует вложений. Да. У меня есть центр по развитию воднолыжного спорта инвалидов. 2 года назад я его учредил, так сказать, вместе со своими друзьями одноногими, такими перцами. Вот. То есть вы принимаете учеников? Я принимаю учеников, но, к сожалению, в отличие от Италии, Англии, Америки, Канады, это все я перечисляю страны, где он поддерживается государством. А у нас какая ситуация? Я правильно понимаю, что водные лыжи не входят в паралимпийскую программу и не входят и в олимпийскую программу? Не входят. А в официальном реестре видов спорта государственных конечно, есть, да. И, соответственно, есть звания. И соответственно, так далее, есть бюджет какой-то есть выделяемый. Бюджет, да. Федерации есть. Вот. Но, что интересно, в Международной Федерации отдельная строка, disabled, и там все есть, так сказать. Да, я там, скажем, есть в результатах и так далее, я там присутствую. А в нашей федерации этого нет. А потому что нет никого, кроме меня. Ну, а почему вы один-единственный? Это тяжелый вид спорта, во-первых. Второе. Тут целый ряд проблем. Воднолыжный спорт
требует закрытого водоема. Вот сейчас идеальная ситуация для слалома. Гладкая вода, нет ветра и нет ветровой и отбойной, естественно, волны. Да. Таких мест в России не так, чтобы много. Так вы сейчас призываете людей идти в этот вид спорта со всеми оговорками, которые мы... Как ни странно, да. Как ни странно. Да, я призываю, я всем говорю, ребята, приходите, приезжайте, так сказать, я вас научу. А там как пойдет дальше, да. Сейчас мы переживаем уже достаточно долгое время стресс, да, в связи с пандемией, в связи с новым незнакомой опасностью, да, и, конечно, еще дестабилизирует то, что черт знает, когда же это все закончится, да, конца и края не видно. С вашей точки зрения, человека, который столкнулся с заболеванием, которое с формулировкой «не лечится», да, и тоже черт знает, с чем ты столкнешься, как вот снизить уровень стресса, как принять ту ситуацию, в которой мы сейчас все поголовно оказались? В любой жизненной ситуации, непонятной, сложной, стрессовой, иди тренируйся. Там, неважно, чем ты занимаешься, любым видом спорта, который тебе нравится, тренируйся. И это в том числе очень помогает именно снять стресс. Вот, потому что, ну, я не знаю почему, ну, помогает. Вот. А что касается людей с хроническими заболеваниями, на мой взгляд, вот у меня есть своя такая концепция, что тяжелые тренировки, они включают в организме какой-то включатель, вот, и вдруг он начинает сам себя поддерживать, вытаскивать и так далее. То есть, на самом деле, у меня разнообразных диагнозов, это можно удивиться сколько. Я уверен, что я нахожусь в кондиции определенной только потому, что я тренируюсь постоянно так, как я это могу. Да, так сказать, причем... А ну вот сколько тренировки занимают времени в неделю, грубо говоря? Какая нагрузка? Скажем, тренировка в зале с отягощением меня занимает около 2 часов. Сколько раз в неделю? 3-4 раза где-то железо. И в промежутке между железом плаваю. Ну, 40 с чем-то минут я плыву свои там 1,5 километра. Вот. Это аэробная нагрузка, да, так сказать. Иногда я плаваю после тренировки с отягощением. Все это продолжается с середины, ну, когда заканчивается воднолыжный сезон, и до середины октября. После этого я передвигаюсь на воднолыжный стадион, тренируюсь там. Сколько вам лет сейчас? 68. Через 2 месяца 69.